Это Настя, старшая. Это Даша, средняя. 1 класс. Во 2 пошла в этом году. Это самый маленький, Кирюша. Люба показывает фотографии своих детей. Вчера вечером их убило одним снарядом. Берегите своих детей близких. Особенно детей своих. У меня 3 было, ни одного не осталось. Оставаться в больнице, куда ее отвезли накануне, Люба не могла. Вернулась к дому, в который ударил украинский снаряд. В тот момент дети, все 3, были в ванной. Тут сыночек лежал маленький. Тут тоже в бесчетной коробке. Тут старшая лежала, ну, целая, ну, грязная, вы понимаете, вот, все летело. Казалось, что это место самое безопасное, окон нет, но снаряд пробил крышу. Вот эта игрушка любимая моего внука. Ему 3 годика было бы в июле месяце. Как так можно? 3 детей сразу. Ой, ужас, сколько можно терпеть это издевательство. Как дальше жить? Как жить моим детям, у которых 3 детей сразу, 3 детей не стало? Эта трагедия, масштаб которой невозможно оценить, ведь горе никак не измерить, произошла в Горловке накануне. Города Донбасса обстреливают и прямо сейчас. Окраина Донецка, улица Северодвинская. Сюда попал снаряд, уничтожен гараж, сгорело 2 автомобиля. Обстрелы продолжаются. В зоне интенсивного огня мы видим густой черный дым. Это попадание в цех по производству картона. Сейчас интенсивно ведется огонь. Украинская армия не только не отводит тяжелое вооружение, это очевидно по разрушениям в Донецке, но и продолжает активно его использовать. Я в комнате была, когда вот это все это произошло. И не видела. Уже слышала, когда разорвалось все. Смотрю, дым валит из гаража. Какое перемирие? Не было ни одной минуты. Вообще спокойно. Вот вам, пожалуйста, перед перемирием. Они, наверное, хотят уничтожить сразу все. До 15 числа справиться. Мы надеемся, мы же хотим, чтобы было мир. Нам же не нужно это, что нас бьют каждый день. И днем, и ночью не можешь, не раздеваешься. В этом районе даже подвалы не во всех домах, поэтому спрятаться негде. Я уже заикаться стала, потому что я вижу это все. У меня у соседки дом попало. У соседки у меня 9 стекол вылетело. Тут рядом дома тоже. Вот 2 раза попало. Горят улицы в Донецке, в Макеевке, в Докучаевске. Украинская артиллерия бьет по всем городам, до каких может достать. Артиллерийский огонь ведется весь день. Никаких признаков того, что украинские военные готовятся к выполнению соглашений, подписанных в Минске, пока нет. С 15 числа уже стрелять должны прекратить. Есть надежда, что будет, правда, А до 15-го сколько нас еще убьют? Сколько еще будет? У нас же вчера бомбанули дом. В больницах все больше раненых. Их привозят из разных районов. Обстрелы жилых кварталов военного смысла не имеют. В международном праве это однозначно считается военным преступлением. Но даже сейчас, когда обозначена дата начала перемирия, удары по населенным пунктам наносятся, гибнут люди. Николай Долгачев, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев, Андрей Руденко, Олег Бондаренко, Александр Пушин. Вести, Донбасс.